Добрый день, дорогие друзья, вы на канале «Смотри и знай». И сегодня мы поговорим с вами о таком знакомом нам всем растении, как гвоздика, о полезных свойствах и противопоказаниях данного вида. Гвоздика произрастает во многих азиатских странах, например, в Индонезии, Индии и Пакистане. Она является очень полезной для здоровья специей. Гвоздика оказывает помощь в пищеварении, укреплении иммунной системы и контроле диабета. Также это растение борется с заболеваниями полости рта и головными болями. Давайте разбираться, а что же такое гвоздика? Гвоздика – это популярная специя, которая используется во всем мире, особенно в Азии. Она составляет кулинарную основу многих азиатских блюд. Гвоздика – это засушенный бутон цветка дерева. Он принадлежит к семейству растений миртовых. Это вечно зеленое растение, произрастающее в тропических и субтропических условиях. Люди используют практически все части растения, включая сушеные почки, стебли и листья, в том числе и для изготовления лекарств. Гвоздичное масло славится своими древними лечебными свойствами. Гвоздика, как и многие другие специи азиатского происхождения, имеет богатую историю. В XVIII и XIX веках ее перевезли из Индонезии в Китай, потом в Индию, Персию, Африку и Европу. В то время гвоздика была очень дорогим продуктом, и поэтому начались войны за монополию на производство и распространение гвоздики. За контроль над островами Малуку велось множество войн как в Средневековье, так и в наши дни. Сегодня гвоздика является очень важной коммерческой культурой во всем мире. Гвоздика в течение многих тысячелетий использовалась в Индии и Китае не только как пряность, но и как лекарство от многих болезней. В древней медицине растения использовали для лечения кариеса и неприятного запаха изо рта. В Китае в то время гвоздика считалась афродизиаком. Молотые части этого растения традиционно наносят на мелкие порезы в лечебных целях. Также гвоздичный чай – самый популярный теплый напиток для снижения заложенности носа. Считается, что масло из гвоздики помогает облегчить головные боли, метеоризм, а также уменьшить растяжки. Оно также широко используется в качестве репеллента от насекомых. Просто добавьте несколько капель в воду, и они исчезнут. Пищевая ценность гвоздики. Гвоздика содержит множество питательных веществ, таких как магний, кальций, фолиевая кислота и ниацин. Единственным минусом, пожалуй, станет то, что наш организм получит совсем небольшую дозу таких полезных минералов. Это объясняется тем, что гвоздику мы употребляем в очень мизерных количествах. Исследования Техасского университета доказали, что гвоздика обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Неудивительно, что даже небольшое количество гвоздики, богатой питательными веществами и биологически активными соединениями, имеет некоторые интересные преимущества для здоровья. Давайте поговорим о них поподробнее. Улучшение работы желудочно-кишечного тракта. Гвоздика, как известно, использовалась в нескольких традиционных лекарственных культурах как средство от проблем с желудком. Согласно книге «Лечебные травы», гвоздика использовалась для улучшения пищеварения и контрольно-желудочно-кишечного раздражения. Кроме того, жареные цветки этого растения также могут использоваться для остановки рвоты из-за их обезболивающих свойств. Они также эффективны против язв и могут использоваться как слабительное средство. Антибактериальные свойства. Многие рекламируют гвоздику за ее антибактериальные свойства против различных вирусов и бактерий. Экстракт гвоздики достаточно силен, чтобы убить эти микроорганизмы. Защита печени. Гвоздика содержит большое количество антиоксидантов, которые идеально подходят для защиты нашего организма, особенно печени. При постоянном употреблении гвоздики метаболизм улучшается, и таким образом процесс очищения в организме налаживается, так как быстрее выводятся различные шлаки и токсины. Управление диабетом. Экстракты гвоздики определенным образом имитируют инсулин и помогают контролировать уровень сахара в крови. Одно из исследований показало, что гвоздика может оказывать благотворное влияние на диабет как часть растительной диеты. Сохранение костей. В гвоздике содержатся такие соединения, которые способны благоприятно воздействовать на состояние наших костей.
Исследования показали, что эти экстракты могут быть полезны для сохранения плотности костной ткани и минерального содержания костей, а также для увеличения прочности костей на разрыв в случае остеопороза. Для подтверждения эффективности этих результатов необходимы дополнительные исследования. Усилитель иммунитета. В древней медицине описываются некоторые растения как эффективные в развитии и защите иммунной системы. Одно из таких растений – гвоздика. Сухой бутон гвоздики содержит вещества, которые помогают улучшить иммунную систему за счет увеличения количества лейкоцитов, тем самым улучшая нашу иммунную систему. Противовоспалительные свойства. Специя обладает противовоспалительными и более утоляющими свойствами. Исследования экстрактов гвоздики, вводимых лабораторным крысам, показывают, что присутствие эвгенола снижает воспаление, вызванное отеком. Также было подтверждено, что эвгенол может уменьшать боль, стимулируя болевые рецепторы. Здоровье полости рта. Гвоздику можно принимать для уменьшения заболеваний десен, таких как гингивит и пародонтит. Согласно исследованиям, экстракты почек гвоздики контролируют рост бактерий полости рта, которые вызывают различные заболевания. Их также можно использовать при зубной боли из-за их болеутоляющих свойств. Свойства афродизиака. Согласно медицине Унани, с древних времен пряности, такие как гвоздика и мускатный орех, обладают свойствами афродизиака. Эксперименты с экстрактами гвоздики и мускатного ореха были проведены в сравнении со стандартными лекарствами, применяемыми по этой причине, и гвоздика и мускатный орех показали положительные результаты. Лечение головной боли. Головные боли можно уменьшить с помощью гвоздики. Сделайте пасту из нескольких почек и смешайте ее с небольшим количеством каменной соли. Добавьте это в стакан молока. Эта смесь быстро и эффективно снимает головные боли. Где купить гвоздику? Вы можете купить целую гвоздику хорошего качества в интернете или в местном супермаркете. Их лучше всего хранить в крошечных стаканах для специй или стальных контейнерах в прохладном сухом месте, где они могут храниться в течение нескольких месяцев. Свежая гвоздика обладает сильным ароматом, поэтому используйте ее экономно. Теперь поговорим о побочных эффектах гвоздики. Компоненты, содержащиеся в гвоздике, могут оказаться вредными при использовании в избытке или в неразбавленном виде. Рассмотрим вещества, которые следует использовать с осторожностью. Эфирное масло гвоздики нельзя использовать напрямую. Вместо этого разведите его либо в оливковом масле, либо в дистиллированной воде. Масло экстракта гвоздики обычно считается безопасным, но исследование показало, что оно обладает токсическими свойствами, что может привести к отравлению. В Индонезии гвоздику в больших количествах употребляют в виде сигарет, широко известных как критек. Эти гвоздичные сигареты появились как альтернатива табачным сигаретам, но исследования показывают, что гвоздичный аналог еще хуже для здоровья, чем обычные сигареты. В случае гвоздичных сигарет количество никотина, окиси углерода и смолы, попадающих в легкие, значительно выше, чем в сигаретах с обычным табаком. Надеемся, что наш выпуск сегодня был интересен для вас и вы узнали много нового. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч, дорогие друзья!